Всем привет! Бесплатный транспорт в Харькове. Сделать проезд в общественном транспорте навсегда бесплатным пообещал городской голова Игорь Терехов. Впрочем, эксперты транспортной отрасли считают, что из-за подорожания электроэнергии, роста средней заработной платы и износа подвижного состава такой коммунизм не будет длиться долго. Харьковчане пользуются бесплатным проездом в метро, трамваях, автобусах и троллейбусах почти 3 года, а точнее с мая 2022 года, когда общественный транспорт возобновил работу. Это позволяет работающим людям экономить часть бюджета. До полномасштабного вторжения ежедневный проезд только на метро в обе стороны стоил 480 гривен в месяц. Но у бесплатного транспорта есть подводные камни, которые могут, наконец, разрушить всю транспортную инфраструктуру Харькова. Бесплатный проезд появился в Харькове в то время, когда город едва функционировал из-за постоянных обстрелов. Работу метро и наземного транспорта удалось восстановить только в мае 2022. В те времена бесплатного в Харькове вообще было много. Горожанам разрешали не платить счета за коммунальные услуги, каждый день где-то раздавали гуманитарную помощь. Сначала пришлось отказаться от бесплатной коммуналки. Уже в июне 2022 года в мэрии стало ясно, что это может привести к коллапсу. Постепенно гуманитарные наборы остались только у частных благотворителей. Сейчас из бесплатного остаются только проезд и обеды. Их раздают по всем районам города 6 дней в неделю, кроме воскресенья, по 36 тысяч порций в сутки. Я хочу, чтобы мы сохранили бесплатный проезд для харьковчан. Просчитываем все возможные варианты. Для нас это важно. Это фишка, которая есть в Харькове. Мы будем его сохранять, пока у нас есть такая возможность, пообещал 7 марта 2025 года мэр Игорь Терехов в интервью телеканалу 1+1. Сугубо теоретически город сможет удерживать транспорт бесплатным некоторое время, потому что все расходы коммунальных предприятий сейчас компенсируются из бюджета, то есть проезд не бесплатный. Харьковчане все равно платят за него, но не напрямую, а налогами в бюджет. Конечно, такой социализм можно устроить и после войны. Порезать другие расходы бюджета, минимизировать инфраструктурные имиджевые проекты, реконструкции и сделать имиджевую историю именно с бесплатного проезда, рассказал интернет-изданию Харьков Today соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, проведший немало расследований бюджетных расходов Горсовета. По его словам, уже сейчас бюджетные расходы по компенсации бесплатного проезда составляют чуть более 11% бюджета города. В преддверии 2025 года депутаты выделили 2,4 миллиарда гривен, и в течение года на каждой сессии будут прибавлять еще. В дальнейшем эти расходы будут только расти. А это значит, что деньги заберут с ремонта домов, дорог и того же подвижного состава. Кроме того, при текущем финансировании невозможно обеспечить перевозки, отвечающие потребностям пассажиров. Вечером в выходные дни можно ожидать электричку в метро до 20 минут, а если человеку нужно перейти на другую ветку, то нужно закладывать 40 минут только на ожидание. Метрополитен в Харькове уже не самый быстрый транспорт. Наземный транспорт курсирует с большими паузами. Если до войны метрополитен работал до полуночи, сейчас дверь закрывается в 21:30. То есть работники сферы обслуживания, часто уезжающие с работы после 22 часов, уже не могут воспользоваться привилегией бесплатного проезда. Предложение Игоря Терехова оставить транспорт бесплатным навсегда вызвало бурную полемику в соцсетях. Например, Елена Яшина написала, цитирую дословно: «Часто чую думку від мешканців п'ятихаток, що краще б транспорт був платний, але ходив частіше. Думаю, така проблема може бути і в інших районах. Як варіант, можна повернути плату за проїзд, але залишити соціальні маршрути на кожному напрямку. Тобто, умовно,
один з 3, наприклад, автобусів, будуть безкоштовними, але будуть ходити частіше. Коментарій Сергія Петрова в соцсетях. Принципово незгодний. Безкоштовний транспорт – це запорука того, що Харків буде великим містом, а не перетвориться у ПГТ. І, на жаль, це реальність, коли понад третина населення безробітні, а 15% мешканців зі статусом ВПО. Безкоштовний транспорт дозволяє виплачувати бізнесу меншу зарплату, бо витрати на транспорт на дорогу на роботу відсутні. В общем, аргументы «за» – это уникальное предложение Харькова удерживает людей в городе, иначе они уже перебрались бы в более безопасные регионы Украины. Аргументов против больше. Позволяя бизнесу платить меньше пассажирам метро и трамваев, коммунальные предприятия не могут сами предложить достойную оплату труда работников. Например, в Харьковском метрополитене на официальном сайте предлагают работникам службы пути следующую оплату труда. Еще одно усложнение – постоянное удорожание электроэнергии. Сейчас бюджет Харькова датируется, и у нас есть возможность выделять эти деньги. В дальнейшем это будет зависеть от цен на электроэнергию. Она будет расти, и это напрямую влияет на стоимость общественного транспорта. Поэтому в краткосрочной перспективе удержать бесплатный проезд возможно, но в будущем такая модель не жизнеспособна, рассказал эксперт в сфере урбанистики интернет-изданию Харьков Today руководитель общественной организации «Харьков для людей» Павел Храмов. Есть проблема подвижного состава. Инфраструктура сильно пострадала от бомбежек и обстрелов. Разрушено крупнейшее трамвайное депо «Салтовское», и его до сих пор не восстанавливали. Город потерял 70% коммунальных автобусов, 50% трамваев и более 25% троллейбусов. Все 3 года войны Харькову помогают международные партнеры. Передали почти 50 автобусов и около 30 трамваев. Но возможности партнеров не бесконечны. Нам нужно обновлять подвижной состав. Сейчас Харькову передают бесплатные автобусы и троллейбусы. Они не могут служить вечно. Их срок службы 15 лет, и отдали их нам после 15 лет эксплуатации. Прокатятся они еще лет 10 максимум и превратятся в металлолом. К тому же трамваи из Европы заканчиваются. Евросоюз переходил на низкопольный транспорт, а старые списывали, но их там осталось не так много, объясняет Павел Храмов. Те же 11% из бюджета город тратил на транспортную отрасль и раньше. Но это были инвестиции в развитие. Строили новые станции метро, заменяли подвижной состав, покупали новые автобусы и ремонтировали рельсы. Сейчас эти деньги проедаются. Между тем, вагоны, метро, трамваи с троллейбусами и вся инфраструктура постепенно изнашивается. Друзья, а как вы думаете, бесплатный транспорт в Харькове? Как долго Харьков может удерживать проезд без оплаты? Напишите свои мнения в комментариях под этим видео.